Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы находитесь на канале Марата Касема, где, как и было обещано, я буду рассказывать о том, как устроена российская пропаганда. Коротко о себе. С 2017 по конец 2022 года я работал в крупнейшем холдинге по оболваниванию населения, который называется «Россия сегодня», в должности шеф-редактора, то есть руководителя литовского направления. С 2023 года я эту деятельность по собственному желанию прекратил. Итак, на кого рассчитан этот цикл видео? Он рассчитан, безусловно, и на внутреннюю аудиторию, на русскоязычную, которая, возможно, какие-то детали или нюансы устройства этой пропаганды знает. Может быть, какие-то для нее еще остаются терра инкогнито. Ну и рассчитано, как вы, наверное, видите по титрам, и на зарубежную публику, которая внутреннюю кухню знает намного хуже. Первая программа этого цикла называется «Истоки российской пропаганды. Как зарождался адский механизм». Мы начнем с истоков, мы начнем с предыстории и придем к тому, что мы видим сейчас. К тому, как это выглядит вот в нынешней форме. Итак, устраивайтесь поудобнее. Если раньше я бы сказал, уберите подальше детей от экранов, то сейчас могу с уверенностью сказать, зовите своих бабушек, дедушек, родителей, соседей, друзей, всех тех, кто до сих пор верит официальным российским СМИ. Я уверен, что будет очень интересно. Итак, начнем. Так когда же было основано агентство? Оно было основано 24 июня 1941 года. И называлось оно тогда Совинформбюро. Буквально через 2 дня после того, как Советский Союз стал участником Второй мировой войны. С идеей создания такой настоящей машины военной пропаганды того времени. Голосом или фронтменом того холдинга стал Юрий Левитан со своими ежедневными сводками с фронта. По окончанию войны уже в 1946 году количество сотрудников насчитывало примерно 400 человек. В 1953 году Совинформбюро стало частью Министерства культуры Советского Союза. А еще несколько лет спустя, в 1957 Совинформбюро стало частью Совета министров Советского Союза, то есть советского правительства. Но это вот такой вот первый этап этого фундамента. Двигаемся на следующую ступень. Постановлением ЦК КПСС от 5 января 1961 года Совинформбюро было ликвидировано, а на его месте появилось агентство печати «Новости». И вот на этом месте мы с вами, дорогие друзья, остановимся немножечко поподробнее. Так чем же занималось агентство печати «Новости»? Оно занималось уже не военной пропагандой, а вполне себе гражданской. Понимаете, времена уже были совершенно другие. Я позволю себе процитировать 2 людей, которые так или иначе были связаны с этим учреждением. Итак, первым я процитирую Томаса Шумана, он же Юрий Безменов, бывший сотрудник КГБ СССР, который работал под прикрытием корреспондентом агентства печати «Новости». Вот что он вспоминает. Агентство печати «Новости» — это организация прикрытия КГБ, которая использовалась для дезинформации. Она была основана в 1961 году, придя на смену Коминформу. Работая непосредственно под руководством Агитпропа и КГБ, агентство печати «Новости» была самой крупной организацией в СССР, которая занималась пропагандистской и идеологической подрывной деятельностью. То есть, как вы прекрасно понимаете, никакого отношения к журналистике оно не имело уже тогда. Второе воспоминание будет ныне здравствующего Владимира Владимировича Познера, который тоже какую-то часть своей биографии успел поработать в агентстве печати «Новости». Итак, случай, который он описывает, произошел с ним в регистратуре одного из военкоматов, куда он пришел вставать на учет. Вы служили в КГБ? Я чуть не лишился дара речи. Я в КГБ? А что вы, собственно, так удивляетесь? Ответила она. Ваше военное дело было в ГБ. Его переслали к нам. Значит, вы числились у них. И тут я прозрел. Главная редакция политических публикаций на самом деле являлась частью аппарата КГБ. Все мы, редакторы, готовили статьи для печатных органов, главным образом стран третьего мира. И они печатались там за подписью местных купленных журналистов. Наша редакция занималась множеством замечательных вещей, как то дезинформацией, статьями, провокациями и так далее и тому подобное. В основном работали в ней так называемые погорельцы, бывшие разведчики, которые в свое время были разоблачены, провалены, засвечены и потому возвращены домой.
Вот вам еще одно воспоминание. Но если вам и этого мало, то сейчас я приведу вам поистине уникальный и очень интересный пример. Одна выдержка из одного очень интересного пособия. Называется это пособие «Политическая разведка с территории СССР». Выпущено оно было Краснознаменным институтом КГБ СССР имени Андропова. Под грифом, естественно, секретно. И вот там несколько есть примечательных моментов, которые как раз касаются того, что мы обсуждаем. А именно журналистики того времени. И в частности, как раз таки АПН. Итак, несколько цитат. В тех случаях, когда крупные международные мероприятия проводятся за границей, органы, ведущие разведку с территории СССР, также создают и направляют для участия в их работе оперативные группы. Они комплектуются из оперативных сотрудников, которые действуют под прикрытием членов советских делегаций, советников, экспертов, технического и обслуживающего персонала, журналистов. Или еще один, тоже довольно-таки интересный моментик вот в этой брошюре, в этом таком инструкции было указано. Оперативный работник или агенты советских граждан, выступая в роли участника мероприятия или освещающего его журналиста, не встречают серьезных ограничений в контактах с иностранными коллегами, что надежно прикрывает их встречи с агентами из иностранцев или доверительными связями. Давайте еще третий момент озвучим. К беседам с иностранцами привлекаются ответственные работники МИД, руководители советских учреждений, ученые, журналисты. В них участвуют оперативные работники, агенты советских граждан и доверенные лица, которые могут затрагивать интересующие разведку вопросы, каждый со своих позиций. Ну и наконец, так чтобы совсем уже добить эту тему, последний кусочек я приведу. Советские общественные деятели, специалисты-международники, ученые, журналисты, работники внешнеторговых организаций обычно хорошо знают своих иностранных коллег по профессии и по интересам. Агенты и доверенные лица из указанных категорий советских граждан могут успешно собирать установочные и характеризующие данные на иностранцев, что активно используется внешней разведкой КГБ. К чему я это все веду? К тому, что сотрудниками на тот момент в принципе не могли стать люди, которые так или иначе не взаимодействовали с Комитетом госбезопасности Советского Союза. Использовали их, как вы могли слышать, по-разному. Либо в каких-то зарубежных поездках под прикрытиями журналистов, якобы журналистов, работали сотрудники КГБ, либо на территории Советского Союза непосредственно они общались со своими коллегами, то есть с журналистами западными, но при этом сами являлись доносчиками, агентами или просто кадровыми сотрудниками КГБ. То есть я подчеркиваю, здесь очень важно, что речь идет не об иностранцах, которые работали в Советском Союзе журналистами, которых завербовывали, а о советских гражданах, то есть о штатных сотрудников агентства печати новости. Вот тем тогда занимался предшественник России сегодня, в советское время, я имею в виду. Что же было дальше, спросите вы? Советский Союз распался, и что случилось в 1991 году? Да, вы правильно догадались, произошла очередная реорганизация. Итак, мы двигаемся на следующую, на третью ступень. В сентябре 1991 года появились РИА Новости. Их структура не сильно отличалась от предшественников. Около 80 корпунктов и бюро за рубежом, работа на разных национальных языках. В 2004 году они стали федеральным государственным унитарным предприятием, то есть независимым, да, грубо говоря. Они перестали входить в одно большое ВГТРК, а стали такой независимой единицей. Произошло это в апреле 2004 года. Но вот на дальнейшую судьбу РИА Новостей повлияла история России. В каком смысле, я сейчас объясню. Произошел один инцидент, который в корне изменил эту структуру. О чем речь? Речь, дорогие друзья, о знаменитых протестах на Болотной в декабре 2011 года. Это событие очень сильно напугало Кремль. Напугало, естественно, своей массовостью. Люди вышли, чтобы отстоять свой выбор, так как выборы были в Государственную Думу сфальсифицированы. В чем же прокололись РИА Новости? РИА Новости прокололись в том, что запустили дрон. Тогда один из первых вот таких разработок вообще в мире. Запустили летающую камеру, как ее тогда называли. И показали реальное количество участников этого протеста. То есть не те цифры, которые дает официальный МВД, а вот такую настоящую картинку. Как это выглядело, вы сейчас увидите.
именно в этот момент администрация президента и лично Владимир Путин поняли, что надо что-то делать с таким медиа, которое идет вразрез с официальной позицией. То есть, как бы оно государственное, но тем не менее имеет свою отличное от государства понимание хотя бы вот в цифрах протестующих. И решение было принято, как это всегда бывает при Путине, не сразу, чтобы не показать, что он чего-то испугался или это случилось под давлением, а чуть позже. Он, как всегда, выждал буквально пару лет. Перед самой аннексией Крыма и ровно через 2 года после тех протестов, а я хочу сказать тем людям, кто не знает, что Владимир Путин очень любит такой символизм, 9 декабря 2013 года, напомню, что протесты на Болотной были 10 декабря, Владимир Путин ликвидирует своим указом агентство РИА Новости. И на его базе создается ныне известная и ныне существующая пропагандистская машина «Россия сегодня» с новыми руководителями. Дмитрием Киселевым как генеральным директором и Маргаритой Симонян как главным редактором холдинга. Бывший генеральный директор Светлана Миронюк созывает собрание, на котором объявляет о том, что агентство ликвидировано перед самым Новым годом и перед зимней Олимпиадой в Сочи, которая, как вы знаете, прошла в феврале 2014 года и которую готовились РИА Новости освещать. Выглядело это заседание, скажем так, вот сейчас невозможно представить, что что-то подобное могло происходить, когда сидит генеральный директор со своими сотрудниками и обсуждает, что их несправедливо уволили, и выражает сомнения, могут ли они работать или не могут при новой власти Дмитрия Киселева. Я позволю вам включить буквально минутку из того знаменательного, легендарного собрания. Да, если надо говорить с хедхантерами, мы будем говорить с хедхантерами. Если надо пробовать остаться здесь в новом агентстве у Киселева, значит будем пробовать остаться в новом агентстве Киселева. Я думаю, что просто к этому нужно подходить совершенно спокойно. Да? То есть мы с вами в нормальной ситуации, когда у нас есть 3-4 месяца, у нас с вами есть зарплата, у нас с вами есть дело, самое главное, которое мы делаем, потому что пока с нас никто не снял с вами обязательств, которые у нас были перед государством, и если нам будет платить зарплату, мы должны будем в любом случае это все делать. Елена Евгеньевна, нас, правда, сегодня ликвидировали. Ликвидировали, но тем не менее. Мы с вами не в целях оптимизации расходов. Мы, наверное, поступили не так, как было надо. Но мы же поступили несправедливо. Мы все это понимаем. Но мы выше с вами внутренне этого понимаем. Нет, но мы будем исполнять указ, поскольку это указ. Ну как вам? Ничего себе, да, свобода слова, которая была в здании по адресу Зубовский бульвар, дом 4 в Москве. Да, тогда это было возможно, такая дискуссия, такое обсуждение с руководством. А теперь несколько вопросов, которые очень важны для того, чтобы мы понимали, что это сейчас и почему Путин уничтожил последнее СМИ, превратив его в такой рупор, настоящий агрессивный рупор пропаганды. Произошло это потому, что на постах руководителей такого крупного холдинга, безусловно крупного, возможно, одного из крупнейших в Европе, нужны были проверенные люди. Киселева он выбрал сам, Симонян ему навязали в администрации президента, а именно господин Громов, который отвечает за информационную политику в Российской Федерации, в частности в администрации президента, несет за это ответственность. Эти люди уже не допустили бы такие проколы, ведь мир изменился после аннексии Крыма, ведь Россия встала уже на такие рельсы надвигающейся войны, многие этого, в том числе и я, тогда не понимали, но, как выяснилось, так это тогда и было задумано. В 2014 году появился «Спутник» в ноябре месяце. Это такая пропаганда на экспорт. Если РИА Новости для внутреннего потребления, внутрироссийского, то на зарубеж вот появился дочернее предприятие «Спутник», которое входит до сих пор в холдинг «Россия сегодня», где ваш покорный слуга много лет отработал. Это первый вопрос. Почему именно Киселев и Симонян? Теперь мы переходим к следующему, немаловажному вопросу. Почему в России снова в моде советские наработки пропаганды? Но если коротко, потому что в Россию возвращается на всех парах тоталитарный режим. Сейчас не будем спорить и вступать в какие-то политологические дискуссии относительно того, авторитарный он сейчас или тоталитарный. Я думаю, что смысл ясен.
И поэтому вот те лекалы, которые уже когда-то успешно, действительно довольно успешно использовались, вновь вышли на авансцену, их вновь заявили о себе. А чем отличается советская пропаганда от нынешней российской? Ну, советская пропаганда, она решала разные экономические задачи, да, создавала определенного нового человека, вот такого homo sovieticus, с определенными задачами, с определенными целями, с определенными ценностями. Нынешняя пропаганда российская, она несет в себе определенную конкретную задачу. Это задача военной мобилизации, это создание образа врага и объединение вокруг автократа, да, и попутно решая его различные электоральные задачи. Если в советское время был главный девиз «миру мир», да, то есть мы за мир, то сейчас и риторика пропаганды, и ее задачи приняли такой откровенно милитаристский уклон. И, наконец, финальное обсуждение. Почему в нынешнюю пропаганду вкладывают безумные средства? Просто миллиарды рублей, которые можно было бы потратить на что-то другое, не знаю, там, на укрепление дамб, чтобы не было затоплений в России, на развитие бедствующих и депрессивных регионов. Почему вкладывается именно сюда? Тут мы возвращаемся с вами к самому началу нашей дискуссии. Именно потому, что Россия сейчас ведет агрессивную войну. И именно пропаганда является главным движущим механизмом легитимизации среди населения агрессивных действий Российской Федерации, поддержки, значит, этих действий. И благодаря ней в этой войне уже, извините за такой вульгаризм, замазано или вовлечено большинство россиян, которые своим либо молчаливым одобрением, либо прямыми действиями участвуют в нападении на Украину. Спасибо, дорогие друзья, что выслушали первый ролик из большого цикла о российской пропаганде. Обязательно задавайте свои вопросы в комментариях, ставьте лайки на всех платформах, где вы это увидите, распространяйте это среди своих знакомых и тех, кто еще сомневается. Можно верить нынешним российским СМИ, нельзя им верить. Сегодня мы увидели, как это все появилось, как это зарождалось, с какими целями это появлялось, как использовалось и как используется сейчас. В принципе, это такая красная нить, которой сшита вся история российской и советской пропаганды. Сейчас между ними уже можно поставить знак равно. Ну, знак равно, наверное, скорее между Софинформбюро, вот тем военным агентством, и нынешней Россией сегодня. Удачи вам и до скорых встреч!